Здравствуйте, дорогие мои любители вязания! Посмотрите, какую красоту мы будем с вами сегодня вязать. Этот мастер-класс сделан по просьбе Марины Писаревской. Она прислала к нам в группу ВКонтакте вот такую фотографию. С просьбой сделать мастер-класс по этому узору. Я не знаю, с какого журнала эта фотография. Я буду очень признательна, если кто-то знает и напишет название журнала, я напишу его под видео. Давайте посмотрим. Вот этот вот ажурный узор, вот эта сеточка в сочетании с косами вот дает такой эффект. Косы обычно утяжеляют изделие, а здесь эффект такой воздушности, легкости. Ну, очень-очень красивый узор. И давайте посмотрим на схему этого узора. Раппорт узора составляет 30 петель в ширину и 22 ряда в высоту. Это раппорт вот этого узора с сеточкой. Вот этого узора. Раппорт узора косички в середине. Вот здесь вот он выделен темным цветом, его плохо видно. Ну вот так вот. Вот здесь вот я его обвела. Составляет 8 рядов в высоту. Вот с 3 по 10 ряд повторяется узор. Ну, мы с вами свяжем сейчас 22 ряда этого узора, набираем на спицы 32 петельки. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной вяжем 6 изнаночных. Затем берем дополнительную спицу и оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Затем лицевая петля, 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевых, петли с дополнительной спицы провязываем тоже лицевыми. Затем 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее лицевая петля, 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Не очень удобно в первом ряду перекрещивать петли. И до конца ряда у нас будет 6 изнаночных. Дальше будет проще. Второй изнаночный ряд и все изнаночные ряды мы вяжем петли по рисунку. Это значит, мы вяжем петли так, как они на нас смотрят. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными. Я эти ряды в видео буду пропускать. Я буду говорить только номер ряда. Вяжем 3-й лицевой ряд, провязываем 5 изнаночных. Далее я буду обходиться без дополнительных спиц, а буду говорить так, как будто мы вяжем с дополнительной спицей. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые,
Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее 2 петельки нужно перекрестить с наклоном в правую сторону. Вот у меня изнаночная петля лежит удобно, подхватить ее за переднюю стенку и провязать вот с наклоном вправо. А лицевая петля лежит неудобно. Я лицевую петельку также разворачиваю, как изнаночная лежит, и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Дальше делаем накид. Далее средняя часть узора вяжется 8 лицевых. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Здесь у меня лицевая петля лежит удобно, а изнаночную нужно развернуть. Я ее сразу вот так разворачиваю и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. Далее 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. И 5 изнаночных до конца ряда. В 4-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Накиды здесь вяжем изнаночными. Вяжем 5-й лицевой ряд, 4 изнаночных, 1 петелька на дополнительной спице остается за работой, провязываем 3 лицевых, извиняюсь, и петельку с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Далее 2 вместе вяжем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид, лицевая петля. Затем 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Вот здесь мне не очень удобно. И 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. И петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Не хочет. Далее у нас будет лицевая петля, накид. 2 вместе вяжем лицевой с наклоном влево за задние стенки. Оставляем 3 петли перед работой. Провязываем изнаночную петлю. И петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. 4 изнаночных до конца ряда. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Вяжем 7-й лицевой ряд, 3 изнаночных, 1 петля на дополнительной спице за работой, 3 петельки провязываем лицевыми. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид. И еще раз 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид. Провязываем 2 лицевые. Далее 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. И петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Затем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. Снова накид и снова 2 вместе лицевой с
с наклоном влево. Дальше 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. В конце ряда 3 изнаночных. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 9 лицевой ряд, 2 изнаночных, одну петельку на дополнительной спице оставляем за работой, провязываем 3 лицевые, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки, делаем накид. И снова 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Делаем накид. Лицевая петля. 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. И петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми. Не всегда вот удобно без спиц, без дополнительных. И 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми. Далее будет лицевая петля, накид, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, снова накид и снова 2 вместе лицевой за задние стенки. Затем 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. И в конце ряда у нас будет 2 изнаночных. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 11 лицевой ряд, 1 изнаночная, 1 петельку оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид. Еще раз 2 вместе провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид. И 3 раз провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид. В средней части узора 8 лицевых. Дальше накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Еще раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. В конце ряда у нас 1 изнаночная. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Мы провязали с вами 12 рядов. Это половина раппорта вот этого узора с ажуром. Теперь у нас наклон вот этих косичек будет идти в обратную сторону. Здесь мы наклоняли их вправо, теперь будем наклонять влево. И здесь наоборот. Здесь наклоняли влево, теперь они будут у нас наклоняться вправо. А среднюю часть мы также будем продолжать вязать, как и вязали. Итак, 13 лицевой ряд, 1 изнаночная, 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю,
Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет лицевая петля. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево за задние стенки. Делаем накид и снова 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, делаем накид. Лицевая петля. Дальше вяжем среднюю часть узора. 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. И 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее лицевая петля, накид, 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Переворачиваем петельки, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Снова делаем накид и снова 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Лицевая петля. Далее 1 петельку оставляем на дополнительные спицы за работой. Провязываем 3 лицевые и петелька с дополнительной спицы провязывается изнаночной. В конце ряда изнаночная петля. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 15 лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Далее лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки, накид, снова 2 вместе лицевой за задние стенки, накид, 2 лицевых. Далее 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Снова накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Лицевая петля. Дальше 1 петельку оставляем на дополнительной спице за работой или просто меняем петли местами, как я это делаю. Провязываем 3 лицевые и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. В конце ряда 2 изнаночных. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 17 лицевой ряд, 3 изнаночных, 3 петельки на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет лицевая петля, 2 вместе лицевой за задние стенки, накид, лицевая петля. 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы вяжем тоже лицевыми. Вот много в этом узоре вот этих перекрещиваний. 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, вяжем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее будет лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо, лицевая петля,
Одну петельку оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И в конце ряда у нас 3 изнаночных. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 19 лицевой ряд, 4 изнаночных, 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет лицевая петля, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном в левую сторону. Делаем накид, 8 лицевых. Снова делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки. Лицевая петля. Далее одну петельку оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. И до конца ряда у нас 4 изнаночных. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 21 лицевой ряд, 5 изнаночных, три петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Далее будет 2 лицевых, 2 петельки на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее 2 петли на дополнительной спице за работой, вяжем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Дальше 2 лицевых, 1 петля на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной, и до конца ряда у нас 5 изнаночных. Вяжем 22 изнаночный ряд. Это последний ряд раппорта узора, боковых узоров, вот бокового узора с ажуром. И на нем мы закончим наш урок. Вот посмотрите, как здорово смотрится. Очень такой благородный, такой элегантный, очень красивый. И вот как он смотрится, когда его уже свяжешь несколько раппортов. Давайте полюбуемся. Давайте скажем спасибо Марине Писаревской за идею мастер-класса. Здесь, как всегда, у меня образец из ниток тонких, потоньше ниточки, здесь нитки потолще. Я буду очень рада, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. Ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Смотрите информацию под видео, нажмите на слово «Еще». Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.